Приветствую, друзья! Это оружейные новинки от компании IBIS, и с вами, как обычно, Тарас. Сегодня у нас очередной выпуск, посвященный моей излюбленной тематике — высокоточной стрельбе на большие и сверхбольшие дистанции. Я очень рад, что сегодня мне есть о чем вам рассказать и есть что показать, потому что новинок в этой области в ассортименте нашей компании появилось более чем достаточно. Начнем с того, что за прошедшее время высокоточная стрельба на большие дистанции в Украине достаточно заметно развивалась. Во всяком случае, не стояла на месте. Усилиями энтузиастов из сообществ Украинская лига марксменов и стрелковый клуб Альфа-Браво был проведен первый матч по стрельбе на большие дистанции, в ходе которого стрелки-энтузиасты состязались в стрельбе на дистанции более 1 километра. Если быть точным, то финальная мишень находилась на расстоянии 1609 метров, то есть 1 миля. И надо вам сказать, что она не единожды покорилась нашим стрелкам. В этом матче принимал участие и я, вот с этой винтовкой производства компании Cadex в калибре 375 Чейтак. Не могу сказать, что я остался доволен своими собственными результатами, но я полагаю, что в этом все-таки вина не оружия, а, наверное, недостатка тренировок, назовем это так. Тем не менее, вот с этой винтовкой у меня есть о чем вспомнить, потому что мы отметились попаданием первым выстрелом в мишень на дистанции 1450 метров. Одну из мишеней этого турнира. Но сегодня, в преддверии следующего турнира по стрельбе на большие дистанции, у нас пойдет речь не столько об оружии, сколько об аксессуарах, которые используются для этого вида стрельбы. В частности, аксессуарах, которые производит американская компания Takom HQ. И я думаю, вы уже обратили внимание на один из таких аксессуаров, который установлен вокруг оптического прицела Night Force на данной винтовке. Что это такое, я сейчас постараюсь рассказать во всех подробностях и деталях. Takom HQ — это небольшая американская компания, я бы даже сказал, небольшой семейный стартап. Его создали отец и сын, Джон и Джейкоб Бейкеры. Сын учился на снайпера в корпусе морской пехоты, а отец имеет образование инженера в области оптики. И поэтому, объединив усилия, они смогли создать несколько аксессуаров, которые очень быстро стали популярны в мире высокоточной стрельбы. Потому что до них подобных вещей на рынке не было. И более того, никто даже не задумывался о создании таких продуктов. Самый простой из них — это, пожалуй, вот этот защитный кожух для оптического прицела, у которого есть очень простое, но очень важное предназначение. Он защищает достаточно хрупкий, но при этом очень ценный оптический прицел, установленный на винтовке, от различного рода механических воздействий. Когда я общался с Джоном Бейкером на шот-шоу, то он рассказывал о том, как он служил в морской пехоте, и о том, что одним из самых больших опасений во время переходов или транспортировки оружия была защита оптического прицела. Им приходилось прыгать с различных высот, им приходилось достаточно жестко транспортировать оружие с собой, и он всегда ощущал нехватку какого-либо приспособления, которое позволило бы защитить механизм ведения поправок, объектив, окуляр прицела от всевозможных механических воздействий, которым подвергается оружие, в ходе его эксплуатации, по сути. И поэтому, вернувшись домой, вот он придумал такую штуку, которая устанавливается на планку Пикатини. Изготавливается она для конкретных моделей прицела по габаритам корпусов этих прицелов. И, соответственно, продумана таким образом, чтобы при любых падениях винтовки, при любых ударах и механических воздействиях принимать на себя основной удар и не давать посторонним предметам каким-то образом повредить оптический прицел. Выглядит достаточно просто, тем не менее, вот эта конструкция, которая устанавливается на планку Пикатини, она сделана так, чтобы при падениях винтовки на бок первое принимать на себя, например, удары оружия о поверхность. Потому что если такой штуки на прицеле нет, то очень высокая вероятность, что пострадает именно оптический прицел при таком ударе или при таком падении. Точно так же, если что-то падает сверху на винтовку, то вот эти выступающие части
и два направляющих стержня, которые охватывают прицел с боков, они позволят значительно снизить шанс повреждения оптики при подобных неприятностях, скажем так. Установить эту всю конструкцию достаточно просто. Вот таким вот образом она выглядит в предварительно собранном состоянии. Единственное, что обратите внимание, что вот эти опоры для кожуха, они устанавливаются на планку Пикатини рядом с прицелом. Для того, чтобы сделать это эффективно, чтобы их разместить в нужных местах, планка должна быть достаточно длинной. И на ней должно хватать места для того, чтобы несколько слотов отвести под установку данных опор. Что же касается данных стержней, то их можно установить в эту конструкцию с любой стороны. Например, вот таким образом. После чего фиксирующие винты в опорах затягиваются, и конструкция становится достаточно жесткой, чтобы принимать на себя удары и механические воздействия. Вот эта часть, выдвинутая немножко впереди объектива оптического прицела, позволяет упираться ею в какие-либо препятствия, стены, вырезы в баррикадах и упорах и так далее, и не передавать воздействие на объектив оптического прицела. Если в этом нет необходимости, ее можно разместить с этой стороны и защитить таким образом окуляр оптического прицела, который подвергается опасности, особенно в случае, если винтовка перемещается со сложенным прикладом. Вот в таком виде любые усилия, которые в противном случае попадают на окуляр прицела, будут передаваться на данный кожух и, соответственно, не повредят вашей оптике. Компания Tacom HQ выпускает данные кожухи из различных материалов. Здесь установлены алюминиевые, они также есть пластиковые, чуть более легкие. И что касается вот этой конструкции стержней, то они выпускаются различной длины. И, соответственно, можно подобрать необходимое для того, чтобы защитить ваш оптический прицел в соответствии с общей длиной его корпуса. Простая штука, казалось бы, но до этой компании почему-то никто из производителей о такой защите не думал и не заботился никоим образом. Поэтому неудивительно, что в определенных кругах этот продукт сразу стал популярным. Но это не самая главная продукция компании Tacom HQ, которая сделала их знаменитыми на весь мир. Одной из самых больших проблем для стрельбы на сверхбольшие, так сказать, загоризонтные расстояния является обеспечение возможности прицеливания на этих дистанциях. Что имеется в виду? В любом оптическом прицеле существует такой параметр, как запас вертикальных поправок. То есть это то количество вертикальных поправок, которые вы можете установить на оптическом прицеле, и именно оно по большому счету и определяет дистанцию, на которую вы можете прицелиться с помощью вашего стрелкового комплекса. Безусловно, дальность полета пули, особенно крупнокалиберной винтовки, она значительно превышает эту дистанцию. То есть пуля может пролететь при удачном или наоборот неудачном стечении обстоятельств 3, 4, 5, 6 и даже более километров. Но для того, чтобы иметь возможность поразить цель на подобных дистанциях, для начала нужно эту цель увидеть и иметь возможность с нее прицелиться. В большинстве оптических прицелов запас вертикальных поправок, если исчислять его в угловых минутах, ограничивается диапазоном 100-130 угловых минут. При этом доступны для использования при стандартной установке прицела на планку Пикатини с предварительным наклоном, обычно порядка 70 угловых минут. У кого-то больше, у кого-то меньше, но приблизительно вот такое значение. Этого будет достаточно для того, чтобы произвести выстрел на дистанцию 1000 метров, может быть 1500, если баллистика вашего патрона достаточно настильная. Но в случаях, когда нужно стрелять на дистанции, начиная от 2 километров и далее, запаса вертикальных поправок даже в таких хороших прицелах, как Night Force Attacker, уже начинает недоставать. И вот тут-то на помощь стрелкам-дальнобойщикам приходит разработка компании Tacom HQ. Разработка, которая, собственно говоря, и прославила их
в оружейном мире. Называется эта штука довольно странным акронимом Charlie TARAC, где TARAC это сокращение от английских слов Target Acquisition, то есть получение цели. Но суть ее заключается в следующем. Это предобъективная насадка, установкой которой перед прицелом вот таким вот образом мы увеличиваем вертикальную поправку, с которой мы планируем выстрелить, на 120 угловых минут. В данной модели это 120 угловых минут. Существуют также модели с другими значениями дополнительного угла вертикальной поправки. Плюс это можно корректировать и настраивать вручную. Чуть позже я объясню, каким образом. Что дает эта штука? Если у вас закончились поправки в оптическом прицеле, вы устанавливаете эту насадку, и у вас уже есть 120 угловых минут вертикальной поправки. То есть вы уже можете стрелять на дистанцию более 1000 метров, вернув вертикальный барабанчик прицела в нулевое значение. Соответственно, при необходимости стрелять дальше, рассчитываете выстрел, получаете значение вертикальной поправки для заданной дистанции. 120 угловых минут из этого значения у вас уже предустановлено с помощью данной насадки. И дополнительную необходимую величину вы вкручиваете на барабанчике оптического прицела. Как эта штука устроена? Очень многие интересовались, потому что снаружи совершенно непонятно, что это такое. На самом деле ее внутреннее устройство, оно довольно простое, хотя это может быть не так легко показать на камеру. По сути, это перископ. Зеркальный перископ, в котором установлены два зеркала под углами близкими к 45 градусов. Почему близкими к 45, я думаю, понятно. Потому что 120 угловых минут, то есть по сути 2 градуса, это как раз та величина, на которую угол зрения оптического прицела будет наклонен после установки данной оптической насадки. Несмотря на кажущуюся простоту этого прибора, то есть действительно два зеркала, просто установленных друг напротив друга, ничего вроде бы сложного здесь нет. Тем не менее, когда речь заходит о предобъективных насадках, то, конечно, к их конструкции применяются очень серьезные требования. Прежде всего, проблема при конструировании этой насадки заключалась в том, чтобы сдвинуть точку попадания вашего комплекса только по высоте, но при этом не внести искажений по горизонтали. То есть после установки подобной насадки не должно возникать никаких горизонтальных отклонений дополнительных. Добиться этого сложно, потому что углы данных оптических элементов внутри этой насадки должны совпадать с очень высокой степенью точности. Я имею в виду горизонтальные углы их установки. И более того, в инструкции к данной насадке приведена последовательность действий, которая необходима для того, чтобы после выполнения юстировки и настройки никаких нежелательных горизонтальных смещений точки попадания вашего стрелкового комплекса не возникало. Я думаю, что большинство практикующих стрелков-высокоточников прекрасно понимает, что перед тем, как начать использовать эту насадку, ее необходимо выверить непосредственно на вашем комплексе. В инструкции также приведена методика, каким образом это должно производиться, но если в двух словах, то это делается очень просто. Вы устанавливаете достаточно высокую мишень на дистанции, например, 100 метров, можно на любой другой. Делаете выстрел из винтовки без установленной насадки, убеждаетесь в том, что нулевая отметка у вас находится по центру перекрестия оптического прицела. После этого устанавливаете насадку, зажимаете и делаете несколько выстрелов, прицеливаясь в ту же самую точку на вашей мишени. По смещению этих выстрелов, измерив между ними расстояние и пересчитав его в угловые величины, вы сможете понимать, на какую же величину насадка Charlie TARAC будет смещать точку попадания вашего комплекса и какое количество угловых минут, или, если хотите, миллирадиан, у вас теперь есть в запасе для стрельбы на большие и сверхбольшие дистанции. В ассортименте нашей компании предлагаются такие насадки с углом, предустановленным на заводе, в 120 угловых минут.
Мне кажется, это оптимальное значение. Почему? Потому что оно позволяет сделать диапазон вертикальных поправок на вашем прицеле без насадки и с установленной насадкой, сделать его, ну, так сказать, непрерывным. То есть, когда у вас заканчиваются поправки на оптическом прицеле, вы можете вернуть барабанчик вертикальной поправки в ноль, установить насадку и продолжить стрельбу на тех дистанциях, на которых вам немножечко не хватило поправок на самой оптике. Вот в такой конфигурации, по моим подсчетам, для данного стрелкового комплекса будет достаточно поправок для стрельбы на дистанцию порядка 3000 метров. Это, конечно, несколько с запасом, но я подозреваю, что в этом или в следующем году такие дистанции могут нам пригодиться, потому что даже ближайший турнир по высокоточной стрельбе на большие дистанции, он предполагает поражение цели, находящейся на расстоянии 2000 метров, то есть 2 километра. И я думаю, что у многих стрелков и у многих стрелковых комплексов возникнет необходимость что-то придумывать с запасом поправок, потому что далеко не каждая винтовка, далеко не каждый оптический прицел позволят прицелиться по цели, находящейся на дистанции 2 километра, без использования такой насадки. Вот это значение, которое здесь написано, 120 МОА, его можно изменять самостоятельно. В инструкции написана последовательность действий, которая для этого необходима. Но, честно говоря, я бы, пожалуй, не рекомендовал это делать. Лучше заказать такую насадку с другим количеством угловых минут, предустановленных на заводе. Проблема, как я уже говорил, заключается в точной юстировке углов зеркал, под которыми они в ней размещены. Лучше это поручить самому производителю. Несколько слов в заключении. Для начала обращаю ваше внимание, что 120 угловых минут на дистанции 100 метров – это 3,5 метра высоты. Ну, то есть, когда вы будете выполнять пристрелку и юстировку данной насадки, просто имейте это в виду, что ваша точка прицеливания и ваша мишень должны быть соответствующего размера. Момент второй – это вы можете видеть на данной насадке вот эти 4 точки. Это 4 неодимовых магнита. И существуют версии данных насадок, которые крепились непосредственно на объектив оптического прицела. Здесь устанавливался соответствующий адаптер, и насадка просто примагничивалась к объективу прицела. На крупных калибрах такое крепление производителем признано ненадежным. Несмотря на то, что магниты держат очень прочно, но тем не менее возникают совершенно ненужные сдвиги, микроскопические люфты, все это может сказываться на точности стрельбы. Поэтому мы предлагаем насадки с креплением на планку Picatinny. Соответственно, при установке этой насадки вам нужно иметь планку Picatinny на цевье винтовки, которая совпадает по уровню и совпадает по углу с основной планкой, на которой установлен оптический прицел. Вот в случае с винтовками компании Cadex Defense это, как видите, обеспечивается. Ну и третий момент. Надо сказать, что первые годы существования этих насадок Charlie Tarak, они стали, ну, что ли, секретным оружием в руках тех стрелков, которые о них знали и которые сразу поняли, для чего их можно применять, и успешно применяли. В частности, рекордный выстрел канадских снайперов в Ираке на 3500 с лишним метров, который казался совершенно фантастическим большинству практикующих стрелков на большие дистанции, вот он как раз был совершен с помощью вот такой насадки. Именно она позволила им выполнить прицельную стрельбу на этой дистанции. И более того, непосредственно перед выставкой SHOT Show 2019 компания стрелков на большие дистанции американских поставила очередной рекорд, но уже в стрельбе по мишени. Они произвели точный выстрел на дистанцию 6012 ярдов. Это почти 6 километров, 5,5 километров дистанция. Можете себе представить, то есть совершенно какие-то безумные цифры, но факт остается фактом. При подготовке к стрельбе и при выполнении стрельбы они использовали вот такие насадки Charlie Tarak. Я надеюсь, что наши стрелки тоже их оценят, особенно те, кто пытается покорить загоризонтную стрельбу, как мы ее называем, то есть стрельбу на большие и сверхбольшие дистанции.
И я надеюсь, что наши стрелки на большие и сверхбольшие дистанции также оценят этот прибор по достоинству. Кстати говоря, он не требует какого-либо специального ухода. Производитель старался выполнить его по военным стандартам. И в инструкции написано, что в случае загрязнения или засорения этого прибора достаточно просто промыть его проточной водой. Я не преувеличиваю, именно так здесь сказано. И производитель гарантирует, что покрытие на зеркалах этой насадки, оно даже более стойкое к механическим повреждениям, чем покрытие на линзах оптического прицела. Но проверять мы это не будем, а мне остается сказать еще несколько слов о новинках в области высокоточной стрельбы. На этот раз хочу продемонстрировать вам новинки в области пуль для высокоточной стрельбы. У нас на рынке появился новый игрок. Это компания Cutting Edge Bullets. Компания достаточно хорошо известна в Соединенных Штатах, в мире спортивной стрельбы, потому что основа ее продукции – это цельноточенные пули. То есть пули изготовлены из меди путем вытачивания их на токарных станках высокой точности. Именно такие пули производства компании Cutting Edge, применяются сейчас американскими стрелками для выполнения рекордной стрельбы на большие и сверхбольшие дистанции. Более половины всех участников, а может быть даже больше, всех участников турнира King of 2 Miles, король 2 миль, который регулярно проходит в Соединенных Штатах, пользуются пулями Cutting Edge. Поэтому, если вам это интересно, милости прошу к нам на сайт, просматривайте ассортимент Cutting Edge. Пули компания выпускает для разных калибров, начиная от 30-го, 338-го, 375-го, 408-го, 416-го, 50-го в конце концов. И в каждом из калибров есть несколько разновидностей этих пуль, которые отличаются как конструкцией, так и весом, длиной и баллистическим коэффициентом. То есть выбрать есть из чего. Ну а на этом, пожалуй, пора поставить точку. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск был действительно интересным и насыщенным. С вами были Тарас, компания Ibis, оружие и рыбалка, и новинки американской компании Tecom HQ и американской же компании Cutting Edge Bullets. Буду признателен за лайки под данным видео, и если вы хотите всегда оставаться в курсе всех оружейных новинок, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал.